Здравствуйте, дорогие слушатели. Сейчас мы маленько, так скажем, небольшой любительский клипок. Настает новая эпоха, кому-то от этого будет плохо, а кому личностям из пятой расы, которые помрут огромными массами, такова вскоре будет ихняя доля. К этому приложил и Бог свою волю. Все им движется, живет и существует, об этом нам его слово повествует. 2/3 населения земли уничтожится, каждый труп могилу положится, народной земли на лишний миллиард не умножится, и цикл человечества подытожится лозунгом типа «Конец неизбежен, уже проливается кровь, маловерный в могилу повержен», звучат слова вновь. Если не выживете, то умрете, а если выживете, то жизнь обретете. Конец неизбежен, уже проливается кровь, маловерный в могилу повержен, звучат слова вновь. Эй, братиша, не говори мне тише, моя тема серьезная слишком, я поделюсь с тобой внутренним излишком. Это подобно яркой вспышке, как ослепительный солнечный свет. Послушай, а потом скажешь, да или нет. Важнее всего у ног его сидеть, его добрые глаза глядеть, в них видеть жизнь, потом ее нести другим, чтобы они спаслись, чтобы истину познали, чтобы заповеди его из любви к нему соблюдали, чтобы в нем нашлись не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью, которая от веры. А вера от слышания слов его да будет вам известна. Пусть в вашем сердце не будет тесно. Для слова Божьего благого, для пламенного глагола открой его широко, чтобы оно вошло легко, разрушая трудности и барьеры, исцеление неся для души, чтобы у твоей веры плоды были хороши, чтобы все видели и вкушали, и славу Отцу за тебя воздавали. Конец неизбежен, уже проливается кровь, маловерный в могилу повержен, звучат слова вновь. Если не выживете, то умрете, а если выживете, то жизнь обретете, жизнь обретете. Всеобщее утро каждого дня одновременно печалит и заботит меня. От того, что конец приближается, при понимании этого человек ужасается. От глыбы преподаваемой информации виски сжимаются, словно под давлением. Руки человека опускаются, в ничего не делание сползая. Заботами мира сего увлекаясь, не заботясь о душе и ни в чем не каясь. Беспредел в сознании и отсутствие всякого понимания. Это порок современности. Не думая ни о чем, все погружается в бренности, а дело все в том, что правит всеми некто, имя известно, но это кто-то жалкая нечисть. Конец.